В этом видео мы с вами поговорим, как передавать массивы в качестве свойств в компоненты. Для начала немножко давайте вот это все удалим и сделаем, чтобы в рендер у нас передавался один какой-то корневой компонент. Обычно он называется up. Поэтому от всего лишнего мы здесь избавимся. То есть он должен выглядеть вот таким образом. Up. У нас еще с вами его нету, поэтому давайте создадим директорию up. И здесь же также файл. New файл. Up.js. Значит, импортируем React из библиотеки React. Создаем функциональный компонент app, который должен возвращать некоторый JSX. Ну, к примеру, h1 hello world. Этот app надо не забыть импортировать. Components app. Давайте сохраним, сделаем npm start, запустим проект. Давайте перейдем и посмотрим у нас F12, либо посмотреть вот код в консоль перейдем. Сейчас у нас предупреждение. Он пишет, что метод render в React DOM не поддерживает сейчас в React 18. Используйте метод createRoot. Вернемся в наш проект. Package.json. И здесь небольшое отступление, что в марте 2022 года вышла новая версия React, именно 18 версия. И сейчас у нас 18 версия здесь. А до версии 17 включительно мы вызывали с вами метод render у React DOM и передавали в качестве первого аргумента корневой элемент, корневой компонент. А вторым аргументом мы передавали элемент DOM дерева, в который мы хотели вмонтировать наш React компонент. Вот с React версии 18 произошли изменения, и теперь мы импортируем React DOM из React DOM, только теперь из подраздела клиент. Здесь надо написать клиент. Далее мы создаем переменную, объявим root. И у React DOM мы вызываем метод теперь createRoot. Сейчас я напишу этот код и прокомментирую. То есть вызываем метод createRoot у React DOM, который возвращает нам объект root, который является корневым. И далее с помощью этого элемента, да, мы уже отрендериваем наш корневой компонент app. Вот в 18 версии еще там появилось, что можно не только рендерить, но можно еще и размонтировать. Unmount. Но к теме видео это сейчас никак не относится. Вот такую структуру. Да, если сейчас посмотреть, то мы видим, что предупреждение на ошибку, она полностью ушла. И мы можем с вами продолжать разбирать массивы. Будет правильным создать еще один компонент. Назовем его, к примеру, Product List, который будет отвечать только за отображение списка продуктов. Давайте мы его с вами сразу сделаем. У нас функциональный компонент.
который должен возвращать какой-то некоторый там JSX, да? Ну, что-то здесь будет. Пока что заглушку поставлю, лист, чтобы не было никаких ошибок. И в компоненте app мы его импортируем. Теперь вот здесь мы можем с вами вставить продукт лист. Вот таким вот образом. Подключили. Значит, наш продукт лист, еще раз, будет отвечать только за отображение списка продуктов. Компонент продукт лист должен получать данные одного из свойств в объекте props. Мы знаем, что в качестве свойств мы можем передавать в компонент все, что угодно. И поэтому мы можем в качестве свойства передать и сам массив. Но сначала давайте объявим некоторый массив products. Это будет массив объектов. То есть будет здесь ID-шка, допустим, A1. И здесь будет у нас ноутбук. Ключ у него title. Так, и следующее. ID-шка 2. Уникальный идентификатор ID. Смартфон пускай будет. Теперь мы можем передать этот массив как свойство. Products. Здесь у нас объект props всегда. Дальше мы хотим сделать список. Значит, div нам не подходит для этого. Нам потребуется UL, нумерованный список. UL. И здесь, конечно, можно делать li, да? Таким образом. Вот. И делать что-то... Во-первых, чтобы не делать вот так props products, мы можем сразу сделать деструктуризацию и вытащить здесь products. Вот таким образом. Вот, но чтобы не писать вот таким образом, products, давайте, сейчас будет объект, а вот так будет заголовок, да, нашего продукта. То есть, конечно, это будет работать. И если мы посмотрим, то мы видим, вот наш ноутбук, наш смартфон. Но если у нас будет 1000 таких элементов, то, конечно, вручную это неправильно так делать. Я вам покажу несколько вариантов записи. Давайте вот это сейчас мы удалим. Мы берем этот продукт. Вызываем метод map у массива, метод map. Здесь у нас будет продукт. Дальше мы ставим круглые скобки. Таким вот образом ли. Так, и нам потребуется еще на что? Компонент продукта. Нет метода импорта, ну ничего страшного. Вот таким вот образом. Давайте перейдем сейчас в продукт и посмотрим, что он принимает. Вот много чего, то, чего нам не надо. Давайте вот это сейчас уберем. Это все было для предыдущего урока, для объяснения. Здесь мы также можем сразу сделать деструктуризацию. К примеру, title.
И в таком случае просто будем отображать заголовок нашего продукта, название продукта. Значит, в продукт надо передать просто title. Можно сделать таким образом title. Продукт title. Давайте посмотрим, что у нас получается. И видим, все отлично отработало. То есть вот через такие круглые скобки мы можем сразу такую сделать синтаксическую конструкцию. Да, сразу выводить JSX элементы. Есть другой вариант, он подлиннее. Так. Правильно я так вырезал. Нужно поставить фигурные скобки, сделать return. Вот. Отформатировал код. Можно, чтобы не передавать вот конкретно так title, мы можем сюда весь продукт сразу передать. Да, таким образом продукт. И здесь мы уже с вами получим продукт. Здесь сделаем деструктуризацию тайтла из нашего продукта. Сохраним. Удостоверимся, все так же по-прежнему работает. Есть еще немножко можно здесь сократить, чтобы не передавать, допустим, вот как мы делали, там title, там, да, там price, ID отдельно. Можно еще пойти по другому пути, сделать вот так. То есть сейчас мы не видим почему, потому что сейчас просто все свойства этого объекта, они разворачиваются, да. Здесь будет уже не продукт, а, собственно, title. Видите, все работает. Вот, но мне нравится в таком явном виде передавать все это. Значит, в каком случае нам могут потребоваться такие фигурные скобки? То есть мы можем что-то сделать, к примеру, ID деструктурировать и product props. Product props. И уже вот эти product props передать вот сюда, в наш компонент продукт, но именно без ID. То есть вот такую какую-то логику можем сделать. И передаем в продукт. Но в продукте уже вот здесь у нас не будет ID. Мы не сможем получить это ID. Можно сделать даже вот консоль лог. И посмотреть, что у нас вообще хранится в продукте. Вот наш объект, мы развернули. Здесь у нас только заголовок. Хорошо, что мы, кстати, посмотрели, что у нас творится в консоли логи. Здесь достаточно много предупреждений. Как вы видите, в консоли отображается предупреждение о необходимости использования уникального key в пропсах для каждого элемента списка. Вот, давайте разберем, что это за пропс и как им пользоваться. То есть React хочет, чтобы у каждого элемента списка был уникальный ключ, свойство key. И тут причина кроется она в производительности. То есть каждый раз, когда React рендерит приложение, он пытается определить, какие именно элементы изменились в DOM-дереве и обновить только эти части приложения.
Работа с дом-деревом — это медленная и дорогостоящая операция, и поэтому React старается минимизировать процессы обновления в доме. Этот процесс поиска и обновления называется reconciliation алгоритм. Давайте посмотрим, как избавиться от этой ошибки. Консоль лог я здесь оставлю. Значит, здесь нам нужно будет key. И передаем сюда ID. Давайте сохраним. Посмотрим, и все ошибки ушли. Если у элементов списка отсутствует уникальный идентификатор, то есть ID, то можно воспользоваться вторым аргументом из метода map. Вот здесь поставить запятую и написать индекс. Воспользуемся индексом массива. Сохраним, давайте перейдем, посмотрим. Индекс в качестве ключа лучше не использовать. Да, вы избавляетесь от предупреждения, но не получите ту производительность, за которой борется React. В действительности такой подход с индексом можно использовать только в том случае, когда элементы в вашем списке либо не меняют порядок, свой порядок, и кроме того, новые элементы добавляются только в конец. Тогда индексы будут работать. Но лучше ввести за правило использовать какие-то уникальные идентификаторы ID. Вот, то есть свойство key должно быть уникальным для каждого элемента в списке. Повторение ключей элементов списка может привести к непредсказуемой работе и ошибкам рендеринга. Ключи могут повторяться только в том случае, если используются двумя разными списками. Теперь давайте посмотрим, как вообще это работает. То есть у нас есть какое-то наше состояние текущее, и мы когда что-то изменили. И как работает React? То есть он проверяет, ага, здесь у нас на начальном индексе ноутбук, здесь тоже ноутбук. Ничего делать не надо. Здесь смартфон, делать ничего не нужно. Ага, на последнем, значит, здесь у нас месте какой-то ТВ. Вот, получается, нужно обновить и добавить сюда ТВ. Ну, как бы понятно. То есть, когда мы вставляем в конец списка, то это самый идеальный случай. Предыдущие элементы списка не меняются, а меняется только вот последний, идет вставка. Следующий кейс, если этот ли не в конце мы добавляем, а в самом начале. React тоже периодически пробегается, он видит, что, значит, на, допустим, нулевом индексе у нас здесь ноутбук, а здесь на нулевом индексе TV. Ага, неправильно. Значит, нужно этот элемент обновить. Ставим плюсик. Потом здесь на первом индексе смартфон, а здесь ноутбук на первом индексе. Тоже не совпадение, тоже надо обновить. Потом он видит, ага, появился какой-то смартфон, да, на втором индексе, а здесь его нету. И его надо тоже обновить. И получается, когда у нас гигантское количество таких элементов в списке, то ему придется столько раз все обновлять. Это очень неэффективный способ. И по какому пути пошел React? Это по добавлению свойства key. То есть вот здесь key будет у него, допустим, A1. Да, они все уникальны. Это A2. Аналогично вот здесь будет у нас A1. У смартфона A2. Здесь тоже какой-то ключ будет присваиваться, но будет какой-то там A3. И получается тогда в таком случае, когда у нас есть ключи, он проверяет, он смотрит уже не на каком месте там позиции находится, да, а именно по ключам. А1 есть, А2 есть, а вот А3 нету. И тогда вот точечно React берет и изменяет, делает вставку в дом дерева. Именно вот так. А не делает кучу лишних операций. А что, если у нас не делаем мы key, да?
то в таком случае React просто автоматически проставляет это за нас, грубо говоря, там 1, 2, 3, да, вот, то есть по умолчанию эти цифры вот таким, и в таком случае как раз из-за того, что он так нумерует, смысла в применении индексов, оно просто отпадает по этой самой причине. И для этого нужно использовать только уникальные идентификаторы ID. Вот. То есть вот здесь у нас вот продукт. Здесь индекс уже использовать нам не нужно, только продукт. Здесь у нас key ID. Так, давайте подведем итог. То есть массивы мы можем передавать в компонент как свойства. В JSX можно вставлять массивы элементов. Можно передавать все свойства объекта в компонент, используя Object Spread оператор. Вот. И свойство key должно быть уникальным для каждого элемента в списке.